Офис модного дома «Гранж» гудел как улей. Последняя неделя перед показом новой коллекции всегда превращалась в безумный вихрь из звонков, встреч и срочных решений. В центре этого хаоса, подобно неподвижной оси вращающегося мира, находился кабинет генерального директора. Ольга Верницкая стояла у панорамного окна, рассеянно поглаживая безупречный шов на рукаве своего жакета цвета бургундского вина. 35 лет, безупречный стиль, холодная красота. Женщина, сумевшая превратить небольшое ателье в один из ведущих модных брендов страны за каких-то 7 лет. Стук в дверь прервал ее размышления. «Войдите». Голос Ольги звучал ровно и чуть отстраненно. Антон Савельев, ее личный помощник, проскользнул в кабинет почти бесшумно. Высокий, худощавый, в безупречном костюме тройки, с аккуратно уложенными темными волосами. На первый взгляд, один из десятков таких же безликих офисных работников. На второй, пожалуй, несколько более привлекательный, чем большинство. Но Ольга редко смотрела дважды. «Ольга Викторовна, я подготовил отчеты по предварительным заказам и встречу с итальянскими поставщиками перенес на завтра, как вы просили». Его голос, мягкий и глубокий, казался не вполне соответствующим неприметной внешности. «Спасибо, Антон. Что с прессой?» Подтвердились 6 ключевых изданий, включая Vogue. Составил для вас график интервью с учетом приоритетности. Ольга кивнула, принимая папку с документами. Их пальцы на мгновение соприкоснулись. Антон едва заметно вздрогнул, но Ольга, казалось, ничего не заметила. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. «Что-нибудь еще?» — спросила она, уже погружаясь в изучение бумаг. «На сегодня все», — ответил Антон. «Машина будет ждать вас в обычное время». Когда дверь за ним закрылась, Ольга на секунду подняла глаза. За 3 года работы Антон ни разу не подвел ее. Идеальный помощник, всегда на шаг впереди, предугадывающий нужды, решающий проблемы до того, как они успевают возникнуть. Ценный сотрудник. И не более того. Она вернулась к работе, выбросив из головы все, кроме цифр и графиков. Стрелки часов показывали почти полночь, когда Ольга наконец закрыла ноутбук. Головная боль, преследовавшая ее весь день, усилилась. Она потерла виски и поднялась, накидывая пальто. Все давно разошлись, даже вечно задерживающиеся дизайнеры. Подземный паркинг бизнес-центра встретил ее гулкой тишиной и холодным светом люминесцентных ламп. Стук ее каблуков эхом отражался от бетонных стен. Ольга никогда не боялась темноты или одиночества. Возможно, потому что слишком хорошо знала их с детства. Она уже почти дошла до своего черного «Мерседеса», когда услышала за спиной шаги. Быстрые, тяжелые, приближающиеся. Холодок пробежал по спине. Ольга ускорила шаг, нащупывая в сумочке перцовый баллончик. «Эй, красотка!» — хриплый мужской голос. «Чего спешишь?» Она обернулась. 2 мужчин плотного телосложения в темной одежде вышли из-за колонны. От них пахло алкоголем и чем-то еще, пугающим и примитивным. «Мне кажется, ты заблудилась?» — усмехнулся один из них, делая шаг ближе. «Давай поможем найти дорогу». Ольга выпрямилась, крепче сжимая баллончик в ладони. «Вам лучше уйти. Сейчас же». Мужчины переглянулись, явно забавляясь ее смелостью. Ух, какая гордая. Второй в темной кепке двинулся в обход, словно хищник, окружающий добычу. «Сумочку отдай по-хорошему, и сережки тоже. Может, тогда просто уйдем». Сердце Ольги колотилось где-то в горле, но внешне она оставалась спокойной. Только не показывать страх. Только не... Она вам ничего не отдаст. Этот голос, спокойный и уверенный,
заставил всех троих обернуться. У входа в паркинг стоял Антон. Без пиджака, в белой рубашке с закатанными рукавами он выглядел совсем иначе, выше, шире в плечах. И совершенно не походил на безобидного офисного клерка. «А ты кто такой?» — рыкнул первый нападавший. «Герой выискался!» Антон медленно двинулся к ним, становясь между Ольгой и мужчинами. «Я просто предлагаю вам уйти. Прямо сейчас». Тот, что в кепке, хмыкнул и вытащил нож. «Слышь, умник, ты на рожон не лезь. Мы с дамочкой по-хорошему договоримся». Все произошло стремительно. Мужчина бросился вперед, целясь ножом в живот Антона. Ольга вскрикнула, но в следующий момент нападавший уже лежал на полу, скорчившись от боли. Второй, выругавшись, попытался ударить Антона сзади, но тот, словно предвидя атаку, уклонился и нанес короткий точный удар в солнечное сплетение. Ольга стояла, застыв в оцепенении. Антон, тихий, незаметный Антон, который приносил ей кофе и составлял расписание, только что обезвредил двух вооруженных мужчин с такой легкостью, словно делал это каждый день. Когда оба нападавших, шатаясь, скрылись за поворотом к выходу, Антон, наконец, повернулся к ней. На его скуле наливался синяк, а из неглубокого пореза на предплечье сочилась кровь. «Вы в порядке?» — спросил он, и голос его звучал так же спокойно, как всегда, когда он докладывал ей о встречах. Ольга смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Ты ранен», — только и смогла произнести она. Антон опустил взгляд на руку, словно только сейчас, заметив порез. «Это царапина». «Как? Где ты научился так драться?» Легкая улыбка тронула его губы. 5 лет в спецназе перед гражданской жизнью. Иногда полезный опыт. Я даже не знала. Никогда не спрашивали. Их взгляды встретились, и что-то изменилось между ними в этот момент. Что-то фундаментальное и необратимое. Ольга вдруг осознала, что перед ней стоит не просто функция, не должность личный помощник, а живой человек. Человек, который только что рисковал жизнью ради нее. «Позвольте, я отвезу вас домой», — мягко предложил Антон, нарушая затянувшееся молчание. «Вам не стоит сейчас садиться за руль». Ольга кивнула, все еще не в силах полностью осознать произошедшее. «Спасибо», — произнесла она тихо, вкладывая в это простое слово больше, чем когда-либо говорила ему за 3 года совместной работы. Дни после инцидента в паркинге текли для Ольги как в тумане. Внешне все оставалось по-прежнему. Показ, встречи, решения. Но что-то изменилось внутри нее самой. Она стала замечать вещи, которых не видела раньше. Как уверенно двигается Антон, как звучит его голос, когда он говорит по телефону с поставщиками, как он всегда оказывается рядом именно тогда, когда нужен, словно обладает шестым чувством. И Антон изменился тоже. Стал чуть более открытым, позволял себе иногда улыбнуться, пошутить. Между ними возникла новая, непривычная для обоих близость. Однажды вечером, разбирая документы, Ольга подняла глаза и увидела, что Антон наблюдает за ней с каким-то странным выражением. «Что-то не так?» — спросила она, откладывая бумаги. «Нет, все...» — он запнулся. «Просто я подумал, что вы, наверное, устали. Завтра большой день». «Да, финальные приготовления к показу всегда выматывают». Антон помедлил, словно решаясь на что-то. «Могу я пригласить вас поужинать?» Там, за углом, открылся новый итальянский ресторанчик. Говорят, у них отличная паста. Ольга удивленно подняла брови. Это было впервые. Антон никогда не переступал невидимую черту, отделяющую рабочие отношения от личных. «Пригласить меня на ужин?» — переспросила она, пытаясь скрыть замешательство улыбкой. «Да», — просто ответил он. «Не как помощник директора, а как человек, который хотел бы узнать вас лучше. Вне этих стен и без бесконечных отчетов».
Прежняя Ольга отказала бы, не задумываясь. Но сейчас она вдруг почувствовала волнение, похожее на то, что испытывала в юности перед первым свиданием. «Хорошо», — ответила она, удивляясь своему решению не меньше, чем Антон. «Только давай на «ты», если уж мы выходим за рамки офиса». Его улыбка стоила этой маленькой уступки. «С удовольствием. Ольга». Ужин оказался откровением. Антон говорил о своем детстве в маленьком приморском городке, о службе в армии, о любви к старым фильмам и джазу. Он слушал ее рассказы о нелегком пути в модной индустрии, о мечтах и разочарованиях. Они просидели до закрытия ресторана, и Ольга не могла вспомнить, когда в последний раз чувствовала себя так легко и свободно с кем-то. «Знаешь», — сказал Антон, когда они шли к машине, — «я всегда восхищался тобой, твоей силой, целеустремленностью. То, как ты построила компанию с нуля, это вдохновляет». «Но», — улыбнулась Ольга, чувствуя, что за этими словами скрывается продолжение, «но иногда я думал, что ты слишком одинока там, на вершине». Как будто создала вокруг себя невидимую стену. Она остановилась, глядя на него в свете уличных фонарей. «Возможно, ты прав. Когда долго сражаешься одна, забываешь, каково это — пустить кого-то ближе. Может быть, пора вспомнить?» — тихо спросил он, и его глаза в этот момент казались бездонными. Ольга не помнила, кто сделал первый шаг. Просто в один момент их губы встретились, и мир вокруг перестал существовать. Следующие недели были похожи на сон. Ольга, привыкшая держать все под контролем, впервые за многие годы позволила себе просто чувствовать. Они старались сохранять профессиональные отношения в офисе, но всем было очевидно, что между генеральным директором и ее помощником что-то изменилось. Антон открыл для нее мир за пределами бесконечных совещаний и показов. Они гуляли по ночному городу, смеялись над глупыми шутками, целовались под дождем, как подростки. Он знал, когда ей нужна поддержка, а когда пространство. Казалось, он понимает ее лучше, чем она сама себя. Однажды вечером, лежа головой на его коленях и рассматривая сквозь бокал красное вино, Ольга вдруг сказала: «Знаешь, я ведь никогда не верила в подобные истории. Думала, такое бывает только в любовных романах для домохозяек». «Какие именно истории?» — улыбнулся Антон, перебирая ее волосы. «Когда человек всегда рядом, но ты не видишь его, пока что-то не открывает тебе глаза». Тень пробежала по его лицу, но Ольга, погруженная в собственные мысли, не заметила. «А что открыло твои глаза?» — спросил он тихо. «То, как ты защитил меня тогда, в паркинге. Я вдруг увидела настоящего тебя. Не помощника, а мужчину. Сильного, смелого». Она мягко коснулась его лица. «Ты мой герой. Ты знаешь это?» Антон вдруг отвел взгляд, и на секунду ей показалось, что он хочет сказать что-то важное. Но момент прошел, и он просто наклонился, чтобы поцеловать ее. «Я просто хочу, чтобы ты была счастлива», — прошептал он. И Ольга поверила ему. Впервые за многие годы она полностью доверилась человеку, открыв свое сердце. Если бы она только знала, как скоро это сердце будет разбито. Странный звонок пришел во вторник, когда Ольга проводила совещание с креативным отделом. Секретарь передала, что с ней хочет поговорить человек, утверждающий, что у него есть важная информация о Антоне Савельеве. Ольга отмахнулась бы, но что-то в интонации секретаря заставило ее насторожиться. «Пусть зайдет после обеда», — распорядилась она и постаралась сосредоточиться на обсуждении новой линии аксессуаров. Посетителем оказался невысокий, неприметный мужчина средних лет, представившийся Игорем. Нервно теребя кепку в руках, он долго не решался перейти к делу. «Понимаете, я не хотел бы создавать проблемы», — начал он, косясь на дверь, словно боясь, что Антон может войти в любой момент. «Но мне показалось, вы должны знать...» «Знать что?» — холодно спросила Ольга, начиная терять терпение. «Тот случай в паркинге... Это было подстроено». Ольга застыла,
ощущая, как кровь отливает от лица. «Что вы имеете в виду?» Савельев нанял нас, меня и моего приятеля. Заплатил, чтобы мы разыграли нападение. Сказал, что это для какого-то розыгрыша или сюрприза. Я точно не помню. Но все было оговорено. Когда? Как? Даже нож был бутафорский. Он достал из кармана смятую бумажку. Вот адрес реквизиторской, где он его брал. Можете проверить. Мужчина говорил еще что-то, но Ольга уже не слушала. В голове бились обрывки воспоминаний. Антон, появившийся словно из ниоткуда. Его рана, которая исчезла на следующий день. То, как легко он справился с нападавшими. Как изменились их отношения после этого инцидента. «Почему вы решили рассказать мне это?» — тихо спросила она, когда снова обрела способность говорить. Мужчина пожал плечами. «Увидел вашу фотографию с ним в журнале. И как-то не по себе стало. Мы думали, это просто шутка, а он, получается, использовал нас, чтобы морочить вам голову». Когда за посетителем закрылась дверь, Ольга долго смотрела в окно, не видя ничего перед собой. Все было ложью. Каждый момент их отношений был построен на обмане. Она, считавшая себя такой проницательной, позволила манипулировать собой, как наивной девочкой. К моменту, когда Антон постучал в ее кабинет, внутри Ольги уже не было ни боли, ни смятения. Только ледяной гнев. «Ты хотела меня видеть?» — улыбнулся Антон, входя в кабинет. Ольга смотрела на него сквозь стеклянный стол, прямая как струна, с безупречно уложенными волосами и идеальным макияжем, такой, какой была до их отношений. Непроницаемая, холодная, совершенная. «Да». Ее голос звучал обманчиво спокойно. «Закрой дверь». Что-то в ее тоне заставило Антона насторожиться. Он медленно прикрыл дверь и остался стоять у входа, словно предчувствуя бурю. «Что случилось?» «Расскажи мне о той ночи в паркинге», — произнесла она, наблюдая за его реакцией. Лицо Антона дрогнуло, почти незаметно, но Ольга, изучившая каждую его черту за эти недели, уловила это мгновенное изменение. Зачем вспоминать? Это было неприятное происшествие. Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла натянутой. «Неприятное происшествие», — медленно повторила Ольга. «Или, хорошо, срежиссированный спектакль». Антон побледнел. «О чем ты?» Ольга поднялась, обходя стол. Каждое ее движение было наполнено сдержанной яростью. «Я знаю все, Антон. О бутафорском ноже, о твоих нападавших». Она достала из ящика стола бумажку, оставленную визитером. «Даже адрес реквизиторской есть. Очень тщательная подготовка, ничего не скажешь». «Ольга, я могу объяснить». «Объяснить что? Как ты решил разыграть дешевый боевик, чтобы соблазнить свою начальницу? Как манипулировал моими чувствами, моим доверием?» «Все не так!» Он сделал шаг к ней, но она отступила, словно от прокаженного. «А как? Расскажи мне, как это было на самом деле». Антон опустил голову, признавая поражение. «Я любил тебя с первого дня, как пришел в компанию», — произнес он тихо. 3 года я был рядом, видел тебя каждый день, но ты смотрела сквозь меня. Для тебя я был просто функцией, удобным приложением. Ты даже имя мое не всегда вспоминала первые месяцы. И ты решил, что это оправдывает обман? Я пытался привлечь твое внимание по-другому». В его голосе звучало отчаяние. «Приносил твой любимый кофе, запоминал мелочи, о которых ты вскользь упоминала, старался быть идеальным помощником. Но ты все равно не замечала меня, человека за должностью». Ольга горько усмехнулась. «И тогда ты придумал стать моим героем? Боже, как банально!» «Это было глупо, я знаю. Я не думал, не предполагал, что все зайдет так далеко.
Хотел просто, чтобы ты увидела во мне мужчину, а не функцию. А потом... А потом ты понял, что сработало, и решил продолжить игру. Закончила за него Ольга. Целовать меня, спать со мной, слушать мои самые сокровенные мысли — все это время зная, что наши отношения построены на лжи. Нет, то, что между нами, настоящее. Да, начало было ошибкой, но мои чувства к тебе реальны. Я люблю тебя, Ольга. Любовь не начинается с обмана. Ее голос звенел от сдерживаемых эмоций. Настоящий мужчина не нуждается в таких дешевых трюках. Ты не герой, Антон. Ты — жалкий манипулятор. Он смотрел на нее с таким отчаянием, что на мгновение Ольга почти поддалась желанию смягчиться. Но воспоминание о том, как она, такая сильная и независимая женщина, превратилась в наивную дурочку из романа, вновь разожгло ее гнев. «Ты уволен», — произнесла она ледяным тоном. «Забери свои вещи и уйди. Расчет получишь у бухгалтера. Ольга, прошу, дай мне шанс все исправить. Я знаю, что поступил непростительно, но то, что между нами было эти недели, оно настоящее. Ты чувствовала это? Я знаю». «Я не знаю, что я чувствовала», — отрезала она. «Как можно верить чувствам, основанным на обмане? У тебя было 3 года, чтобы попытаться завоевать меня честно, Антон. Ты выбрал другой путь». В его глазах блеснули слезы. «Я люблю тебя». Это никогда не было ложью. Ольга отвернулась, не в силах больше смотреть на него. «Уходи. Просто уходи». Когда дверь за ним закрылась, она, наконец, позволила себе то, что сдерживала все это время. Слезы хлынули потоком, смывая идеальный макияж, и вместе с ними уходила вера в то, что она, наконец, нашла человека, которому можно доверять. Прошло 2 недели. Ольга вернулась к привычному ритму — встречи, показы, планирование новой коллекции. На место Антона взяли молодую женщину с впечатляющим резюме. Она была компетентна, вежлива и абсолютно незаметна. Идеальный помощник. Никто в компании не осмеливался спрашивать, что произошло между директором и ее бывшим ассистентом. Но все видели, что Ольга Верницкая стала еще более холодной и отстраненной, чем прежде. Она сама не понимала, почему не может просто стереть случившееся из памяти и двигаться дальше. Возможно, потому что впервые за долгие годы позволила себе быть уязвимой, открыться кому-то. И жестоко поплатилась за это. Вечера были самыми тяжелыми. В пустой квартире воспоминания накатывали с новой силой. Его смех, прикосновение, взгляд, в котором читалось обожание. Было ли это все игрой? Или, как утверждал Антон, чувства были настоящими, несмотря на обман в начале? В один из таких вечеров, когда она сидела у окна с бокалом вина, глядя на огни ночного города, раздался звонок в дверь. На пороге стоял Михаил, начальник по безопасности их бизнес-центра. «Простите за поздний визит, Ольга Викторовна», — начал он, явно чувствуя себя неловко. «Но я подумал, вам стоит это увидеть». Он протянул ей флешку. «Что это?» «Запись с камер наблюдения из паркинга за день до инцидента с вами». Ольга напряглась. «И что там?» «Лучше вы сами посмотрите», — уклончиво ответил он. Когда Михаил ушел, Ольга долго смотрела на флешку, прежде чем решиться вставить ее в ноутбук. На записи, датированной предыдущим днем перед нападением, она увидела Антона, встречающегося с теми самыми 2 мужчинами. Они разговаривали, Антон передавал им что-то похожее на деньги. Запись не имела звука, но разговор выглядел напряженным. В какой-то момент один из мужчин достал нож, тот самый бутафорский, и сделал угрожающий жест. Антон отступил, поднимая руки, словно пытаясь успокоить собеседника. Второй мужчина что-то сказал, и оба они рассмеялись. Затем Антон передал им конверт,
видимо, с деньгами. Ольга почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Это было еще хуже, чем она думала. Не просто обман, а тщательно спланированная манипуляция. Но еще одна запись была на флешке, с ночи самого инцидента. Она нажала «Воспроизвести», уже зная, что увидит хорошо поставленный спектакль. Камера захватила момент, когда она подходила к своей машине. Ольга на экране выглядела уставшей, уязвимой. Затем из-за колонны вышли те двое, и все начало развиваться по знакомому сценарию. Но что-то было не так. Один из мужчин выглядел действительно агрессивным, его движения были резкими, неконтролируемыми. Второй тоже вел себя не как актер, он действительно обходил ее словно хищник. Антон появился в кадре, становясь между ней и нападавшими. Запись не передавала слов, но она помнила его спокойный голос, предлагающий мужчинам уйти. А затем произошло непредвиденное. Человек с ножом действительно бросился на Антона, целясь в живот. Это движение не было постановочным. В нем читалось настоящее намерение причинить вред. Ольга затаила дыхание, наблюдая, как Антон уклоняется, перехватывает руку нападавшего и обезвреживает его. Все произошло иначе, чем она помнила. Быстрее, опаснее. Кровь на рукаве Антона была настоящей, не гримом. И страх в ее собственных глазах на записи тоже был настоящим. Она перемотала запись, просматривая еще раз, затем еще. Что-то не сходилось. Если это была постановка, почему ее актеры действительно пытались ранить Антона? Почему на его лице в момент нападения читалось искреннее удивление? Ольга закрыла ноутбук, массируя виски. Возможно, она что-то упустила. Возможно, все было еще сложнее, чем казалось. Следующий день прошел как в тумане. Ольга автоматически проводила встречи, подписывала документы, отвечала на вопросы, но мыслями была далеко. Вечером она позвонила тому самому Игорю, оставившему свой номер на всякий случай. «Я хочу поговорить. Лично». Ее тон не предполагал возражений. Они встретились в маленьком кафе на окраине города. Ольга выбрала столик в углу, подальше от любопытных глаз. «Расскажите мне все», — потребовала она, когда мужчина неуверенно присел напротив. «Правду? С самого начала». Игорь нервно огляделся по сторонам. «Я уже все рассказал. Савельев нанял нас изобразить нападение, чтобы выглядеть героем. А почему твой напарник действительно пытался ударить его ножом? Это тоже было в сценарии». Мужчина заметно напрягся. Вадим... Он немного перестарался. Мы оба были слегка навеселе, если честно. «Не ври мне!» Ольга подалась вперед. «Я видела запись. Это не было актерской игрой. Что на самом деле произошло?» Игорь сжал пальцами переносицу, словно принимая трудное решение. «Ладно. Мы действительно говорили с Савельевым за день до происшествия. Но все было не так, как я сказал». Он глубоко вздохнул. «Мы с Вадимом... У нас были проблемы с деньгами. Крупные. И мы узнали, что в вашей компании скоро будет крупный показ, новая коллекция...» Ольга похолодела, начиная понимать. «Вы планировали ограбление?» «Не совсем ограбление. Просто хотели позаимствовать кое-что из коллекции перед показом. У нас был покупатель. Но нам нужен был доступ, информация о системе безопасности. Мы следили за офисом, выясняли, кто из сотрудников может помочь. И заметили Савельева. Всегда рядом с вами, всегда с доступом ко всему. И решили его завербовать?» — мрачно предположила Ольга. «Да. Предложили долю. Он отказался наотрез. Тогда мы надавили немного. Упомянули, что знаем, где он живет, что у него мать-пенсионерка в пригороде». Игорь опустил взгляд. Он все равно отказался. Сказал, что лучше пойдет в полицию. Тогда Вадим психанул, показал нож. Савельев предложил компромисс. «Какой?» «Деньги. Предложил заплатить нам, чтобы мы оставили в покое и его, и компанию. Серьезную сумму». Игорь невесело усмехнулся.
Мы согласились, но решили, что просто так отпускать его не стоит. Слишком много знал. И вы решили подкараулить его. Но вместо этого наткнулись на меня, медленно проговорила Ольга, складывая кусочки головоломки. Не совсем. Мы знали, что его начальница — вы. Часто задерживаетесь допоздна. Решили использовать вас как рычаг давления на Савельева. Запугать, может, слегка поранить, чтобы он понял, что мы серьезно. Но когда он появился в паркинге, Игорь потер шею, словно до сих пор чувствуя боль от удара. Он был другим, не испуганным клерком, а словно зверь, защищающий свое. Вадим психанул, действительно хотел пырнуть его. А дальше вы знаете. Ольга сидела оглушенная. Антон не устраивал спектакль. Он действительно защитил ее, рискуя собой. Более того, он заплатил этим людям, чтобы защитить компанию от кражи, даже не сказав ей об угрозе, чтобы не беспокоить. «Почему вы пришли ко мне с другой историей?» — спросила она, уже догадываясь об ответе. «Вадим узнал, что вы с Савельевым, встречаетесь. Он все еще был зол из-за того случая в паркинге. Решил отомстить». Игорь выглядел искренне виноватым. «Я не должен был участвовать в этом, но он мой друг с детства. И... В общем, мы придумали эту историю про подставное нападение. Знали, что любая женщина взбесилась бы, узнав о таком. И вам даже не пришло в голову, что это разрушит чью-то жизнь?» «Пришло. Потому я сейчас здесь». Он встретился с ней взглядом. «Мне жаль. По-настоящему жаль». Когда Игорь ушел, Ольга еще долго сидела в кафе, пытаясь осмыслить услышанное. Антон не манипулировал ею, не играл роль героя. Он действительно защитил ее, а она уничтожила его, даже не дав шанса объясниться. Найти Антона оказалось непросто. Он не отвечал на звонки, сменил номер, освободил съемную квартиру, словно растворился в городе, не желая быть найденным. Отчаяние подтолкнуло Ольгу к единственному источнику информации — его личному делу в отделе кадров. В графе «Контактное лицо» для экстренных случаев значилась Савельева Марина Петровна, мать, и ее адрес в пригороде. Воскресным утром Ольга остановила машину у скромного деревянного дома с ухоженным садом. Пожилая женщина с усталыми, но добрыми глазами открыла дверь, и Ольга сразу узнала в ней Антона. Те же теплые карие глаза, та же линия скул. «Добрый день», — начала Ольга, внезапно растеряв всю свою уверенность. «Я ищу Антона. Меня зовут Ольга. Я знаю, кто вы», — мягко перебила женщина. «Антон много рассказывал о вас. Входите». Дом был небольшим, но уютным. Фотографии Антона в разные годы жизни стояли на полках. Вот он в школьной форме, серьезный не по годам. Вот в военной форме, повзрослевший, возмужавший. Вот в офисе гранж, в своем неизменном костюме тройки. «Он сейчас не здесь», — сказала Марина Петровна, предлагая Ольге чай. «Уехал в горы к старому армейскому другу. Сказал, что ему нужно время подумать, решить, что делать дальше. Когда он вернется? Не знаю. Возможно, и не вернется в город. Говорил о работе на севере, на нефтяных месторождениях. Женщина внимательно посмотрела на Ольгу. Вы сильно обидели его. Это не было обвинением, простая констатация факта. Но Ольга все равно почувствовала, как к щекам приливает кровь. «Я совершила ужасную ошибку», — тихо признала она. «Мне наговорили о нем неправду. И я поверила, даже не дав ему шанса объясниться». Марина Петровна долго смотрела на нее, словно оценивая искренность. «Знаете», — наконец сказала она, — «Антон всегда был таким. Брал все на себя, не делился проблемами. Когда его отец умер, ему было 14. Он никому не говорил, как ему тяжело, просто стал опорой для меня. В армии получил травму, но писал в письмах, что все отлично,
Она улыбнулась с мягкой грустью. «Даже когда эти бандиты угрожали ему, требуя помочь с кражей в вашей компании, он не пошел в полицию, решил справиться сам». «Вы знали об этом?» — удивилась Ольга. «Мать всегда чувствует, когда с ребенком что-то не так. Он рассказал, но просил не волноваться. Уверял, что все под контролем. А потом случилась эта история в паркинге». Она покачала головой. «Вы знаете, что на следующий день он тайком ходил в больницу? Нож все-таки задел его, рана была глубже, чем он вам показал». Ольга закрыла лицо руками, чувствуя, как подступают слезы. «И после всего этого я обвинила его в манипуляции, в обмане». Ее голос дрогнул. «Я должна с ним поговорить. Должна попросить прощения. Вы можете дать мне его новый номер или адрес?» Марина Петровна задумалась. «Он просил никому не давать его контакты. Но...» Она встала и подошла к комоду, достав оттуда конверт. «Если вы действительно хотите все исправить, думаю, он должен хотя бы услышать вас. Это адрес домика в горах. Это в 3 часах езды отсюда». Сжимая в руках конверт, Ольга поблагодарила женщину и направилась к машине. Впервые за долгое время она чувствовала надежду. Пусть слабую, но надежду. Дорога в горы петляла между сосен, забираясь все выше и выше. Осеннее солнце золотило верхушки деревьев, но в салоне автомобиля Ольга не замечала этой красоты. Она репетировала слова, которые скажет Антону, но все они казались пустыми, неспособными выразить глубину ее сожаления и чувств. Маленький деревянный дом стоял на опушке леса с видом на долину. Дым из трубы и припаркованный мотоцикл говорили о том, что хозяева дома. Сердце Ольги билось где-то в горле, когда она подходила к крыльцу. Дверь открылась прежде, чем она успела постучать. На пороге стоял Антон, в простых джинсах и свитере крупной вязки, небритый, с уставшими глазами. Увидев ее, он застыл, словно не веря своим глазам. «Ольга?» — его голос звучал хрипло. «Что ты здесь делаешь?» Все заготовленные слова вылетели из головы. Она просто смотрела на него, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «Я была не права», — выдохнула она. «Я узнала правду. О тех людях, о том, что действительно произошло в паркинге». «Кто рассказал тебе?» — напряженно спросил он. «Сначала начальник по безопасности показал мне записи с камер. Потом я встретилась с Игорем, и он признался во всем». Ольга сделала шаг вперед. «Ты действительно защитил меня и компанию. А я даже не дала тебе шанса объясниться». Антон смотрел на нее долгим изучающим взглядом. «Входи», — наконец сказал он, отступая в сторону. «На улице холодает». Внутри домик был простым, но уютным. Потрескивали дрова в камине, на столе лежали книги и какие-то чертежи. Антон жестом предложил ей сесть и сам опустился в кресло напротив. «Почему ты не рассказал мне правду тогда в кабинете?» — спросила Ольга. «Почему не объяснил, что тебе угрожали, что ты защищал компанию?» Он пожал плечами. «А ты бы поверила? В твоих глазах я уже был лжецом. К тому же я действительно был виноват. Не в том, в чем ты меня обвинила, но все же». «В чем же?» «Я воспользовался ситуацией», — признался он, глядя в огонь. «Когда ты начала видеть во мне не просто помощника, а мужчину, я не сразу сказал тебе правду. Мне нравилось, что ты наконец заметила меня, что смотришь на меня по-другому. В каком-то смысле я действительно манипулировал тобой, просто не так, как ты думала». Ольга пересела ближе к нему, осторожно коснулась его руки. «Антон, послушай. То, что ты сделал, защитил меня, рискуя собой, защитил компанию, это не манипуляция. Это поступок настоящего мужчины. А то, что ты не рассказал мне сразу...» Она улыбнулась сквозь слезы. «Возможно, мне стоило быть более наблюдательной. Замечать людей вокруг, а не только функции, которые они выполняют.
Он поднял на нее взгляд, полный сомнения и затаенной надежды. «Я не хочу быть твоим героем, Ольга. Не хочу, чтобы ты видела во мне только защитника. Я хочу, чтобы ты видела меня, со всеми недостатками, слабостями. Я не идеален. Иногда я принимаю неверные решения. Иногда боюсь. Иногда не знаю, как поступить». «Я тоже», — тихо ответила она. «Я тоже не идеальна. Доказательством тому служит то, как я обошлась с тобой, не дав даже шанса объясниться. Но, может быть, мы могли бы начать сначала. Узнать друг друга по-настоящему, без героических спасений и драматических сцен». Антон смотрел на нее долго, словно пытаясь прочесть что-то в ее глазах. «Я не знаю», — честно признался он. «Я до сих пор люблю тебя. Но мне нужно время, чтобы подумать. То, что произошло между нами, это было больно, Ольга». Она кивнула, принимая его слова. Взрослые отношения не всегда имеют немедленное счастливое разрешение. Иногда требуется время, чтобы залечить раны, восстановить доверие. «Я понимаю, и я готова ждать». Она встала. «Я оставлю тебе свой номер. Если ты решишь, что хочешь поговорить, в любое время. Или если просто захочешь выпить кофе». Он проводил ее до машины. Перед тем, как сесть за руль, Ольга обернулась. «Знаешь, я все же считаю тебя героем», — сказала она с легкой улыбкой. «Но не из-за того случая в паркинге, а потому что ты настоящий. И потому что ты заставил меня увидеть то, что я давно забыла, что под должностями, ролями, функциями всегда стоят живые люди. С их историями, чувствами, мечтами. И за это я всегда буду благодарна тебе». Антон ничего не ответил, но впервые за встречу улыбнулся. Легко, почти незаметно. И в этой улыбке Ольга увидела надежду. Маленькую, хрупкую, но все же надежду. Прошел месяц. Жизнь Ольги вернулась в привычную колею. Работа, встречи, показы. Но что-то изменилось в ней самой. Она стала замечать людей вокруг. Не просто их функции, должности, полезность, а их самих. Научилась слушать и слышать, видеть за профессиональными масками живые души. Она часто думала об Антоне, о его словах, о его улыбке на прощание. Иногда ей казалось, что она упустила свой шанс, что он никогда не позвонит. Но она не позволяла этим мыслям завладеть собой. Впервые за долгое время она доверилась времени и судьбе. Однажды вечером, когда она работала допоздна в своем кабинете, раздался стук в дверь. «Войдите», — отозвалась она, не поднимая глаз от документов. Дверь открылась, и что-то в наступившей тишине заставило Ольгу поднять взгляд. На пороге стоял Антон, в том самом костюме тройки, безупречно выбритый и причесанный, с букетом белых лилий, ее любимых цветов. «Привет», — сказал он просто. Ольга медленно поднялась, не доверяя своему голосу. «Привет», — наконец выдавила она. «Я подумал о твоем предложении. Насчет кофе». Он сделал шаг в кабинет, протягивая цветы. «Оно еще в силе?» Она приняла букет, вдыхая нежный аромат. «Безусловно». «Хорошо», — он кивнул, словно принимая важное решение. «Потому что я кое-что понял за это время. Нельзя строить будущее, постоянно оглядываясь на прошлые ошибки и обиды. И нельзя ждать идеальных условий для счастья. Я не хочу больше ждать, Ольга». Она осторожно положила цветы на стол и подошла к нему. Близко, но не касаясь. «И что же ты предлагаешь?» «Начать сначала. Без ожиданий, без ролей. Просто ты и я». Он протянул руку. «Меня зовут Антон Савельев. Я бывший военный, люблю старое кино и джаз. И я очень хотел бы узнать тебя получше». Ольга улыбнулась, принимая протянутую руку. «Ольга Верницкая. Руковожу модным брендом. Слишком много работаю и пытаюсь научиться видеть людей, а не функции. И я была бы рада узнать тебя лучше, Антон».
Их пальцы переплелись, и в этом простом жесте было больше честности и надежды, чем во всех страстных объятиях прошлого. За окном падал первый снег, укрывая город белым покрывалом. Новый сезон, новое начало. И, возможно, их история только начиналась, без драматических спасений и темных тайн. История двух людей, нашедших друг в друге не иллюзию, а настоящее, хрупкое и оттого еще более ценное чудо — способность видеть друг друга такими, какие они есть на самом деле. Антон осторожно привлек Ольгу к себе. «Что скажешь, если мы начнем с того самого кофе? Я знаю отличное место неподалеку». «С удовольствием», — улыбнулась она. «Только дай мне минуту». Ольга подошла к столу, собрала бумаги в аккуратную стопку и решительно убрала их в ящик. Потом взяла сумочку и букет лилий. «Я готова», — сказала она, и эти простые слова значили гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. Они вышли из кабинета вместе, бок о бок. Не директор и помощник, не героиня и спаситель. Просто мужчина и женщина, готовые дать друг другу второй шанс. Готовые к настоящей истории, без манипуляций и масок, сложной, не идеальной, но искренней и настоящей. А разве не в этом и заключается подлинная любовь? Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите.